Украинские антикоррупционные органы предъявили подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Американцы рассчитывают на прогресс в предстоящих переговорах с Украиной и Россией. Песков рассказал, кто войдет в российскую переговорную группу и с какими полномочиями. Украина борется за мировую демократию, теряя тысячи людей и страну. А поведение Трампа позорно. Резкая речь Хиллари Клинтон. Встречи с Фицо и Орбаном. Зачем госсекретарь США Марко Рубио отправился с визитом в Венгрию и Словакию? И при чем тут новая атомная станция? Америка сжимает военное кольцо вокруг Ирана, но подготовка к очередному раунду переговоров продолжается. В Соединенных Штатах это уже официально назвали началом ядерного возрождения. На грузовой самолет впервые погрузили ядерный реактор. И хорошая новость. После многочасовых родов у слепой 37-летней африканской слонихи Эндалы родилась дочь. Малышка здорова, ее вес 150 килограммов. Об этом и не только. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Время начать. Новый раунд переговоров делегаций России, Украины и Соединенных Штатов о завершении войны запланирован в Женеве на 17-18 февраля. Как сообщает Политика, американская сторона рассчитывает на определенный прогресс. Однако главным камнем преткновения остается вопрос территорий, в том числе притязание Москвы на весь Донбасс, включая районы, которые она не контролирует. Высокопоставленный представитель США на условиях анонимности заявил, что позиции сторон по-прежнему жесткие, но путь вперед все же просматривается. В Вашингтоне дали понять Киеву: соглашение о гарантиях безопасности не будет подписано до достижения общей мирной договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтверждал, что американская сторона заинтересована в завершении войны до начала лета. Позже внимание политиков может переключиться на выборы в Конгресс. Начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков все-таки примет участие в переговорах с Украиной в Женеве, которые стартуют завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Однако Костюков войдет в состав переговорной группы. Также в делегации будет заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Песков уточнил, что повестка встречи окажется шире, чем в Абу-Даби, и затронет в том числе территориальные вопросы. Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности назвала курс администрации Дональда Трампа в отношении войны России против Украины позорным. По ее словам, попытки склонить Киев к капитуляционному соглашению с Путиным стали бы исторической ошибкой и проявлением коррупции в высшей степени. Я считаю, что попытка заставить Украину пойти на сделку с Путиным – это позор. Я считаю, что попытки Путина и Трампа нажиться на страданиях и смерти украинского народа – это историческая ошибка, аморальная в высшей степени. Я верю, что Украина борется за нашу демократию. Наши ценности, свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей и теряя страну из-за маниакального стремления одного человека контролировать ее. И я думаю, что Трамп либо не понимает, либо ему плевать на эти страдания. Трамп предал Запад, человеческие ценности, Устав НАТО, Атлантическую хартию и Всеобщую декларацию прав человека. Американский президент в качестве образца для своей власти использует режим Путина. И я уверена, никто из собравшихся на конференции не захотел бы жить при таком режиме. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление практически по всей линии фронта. По его словам, подразделения продвигаются сразу на нескольких стратегических направлениях. За первые 2 недели февраля, как утверждает Герасимов, под контроль были взяты 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние условия. Со стороны украинского военного командования официального подтверждения этой информации нет. А тем временем российский поисковик Яндекс начал блюрить кладбище. На Яндекс.Картах размыли новое кладбище в Североморске, как военный объект. По спутниковым снимкам видно, что после начала войны против Украины его территория заметно расширилась. Хоть официально цифры потерь в Российской Федерации засекречены, по данным Генштаба Украины, за 4 года безвозвратные потери России превысили 1 200 000 человек. В Одессе взорвался автомобиль. Инцидент произошел в момент, когда владелец попытался открыть машину с помощью сигнализации. Об этом сообщают местные паблики. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали, а состояние пока официально не сообщается. Как утверждают источники, в местных телеграм-каналах пострадавший – бывший военный. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Полиция работает на месте происшествия и устанавливает обстоятельства взрыва. Несколько дней назад в городе уже произошел аналогичный инцидент. Тогда был подорван автомобиль сотрудника пограничной службы. Украинские антикоррупционные органы предъявили подозрения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко в рамках масштабного расследования так называемого дела «Мидас», связанного с предполагаемыми откатами в государственном предприятии «Энергоатом». По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, экс-глава ведомства подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации. Речь идет о возможной коррупционной схеме на сумму около $100 миллионов, к которой, по версии следствия, были причастны высокопоставленные чиновники и представители бизнеса. В официальном сообщении НАБУ имя фигуранта прямо не называлось, однако указано, что подозрения предъявлены бывшему министру энергетики, занимавшему должность в 2021-2025 годах. Галущенко был задержан 15 февраля при попытке покинуть территорию страны. Расследование дела «Мидас» продолжается уже несколько месяцев и стало одним из самых резонансных антикоррупционных процессов последнего времени. В момент начала коррупционного скандала Галущенко занимал пост министра юстиции, однако покинул его после начала следственных действий. Сам он публично отрицал какие-либо правонарушения. Следственные органы заявляют о расширении круга подозреваемых и продолжают процессуальные действия. Госсекретарь США Марко Рубио встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее Марко Рубио заявлял о намерении углублять сотрудничество с государствами Центральной Европы. И Словакия, и Венгрия рассматриваются Вашингтоном как партнеры, чьи правительства поддерживают тесные контакты с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Венгерский премьер, один из ближайших союзников Трампа в Европе, пользуется поддержкой части американских консервативных кругов благодаря жесткой миграционной политике и акценту на традиционные ценности. Поездке в Венгрию предшествовал визит в Братиславу. Там Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в зависимости Европы, а выступает за сильное и равноправное партнерство. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словацкая и американская стороны также объявили о соглашении в сфере энергетики. Речь идет о строительстве новой атомной электростанции. По словам Фицо, ввод станции в эксплуатацию намечен на 2040 год. Чем сильнее вы как отдельные страны, так и коллективно, как альянс, тем сильнее члены НАТО, тем сильнее НАТО. При президенте Трампе эта администрация сделает не только Словакию, но и Центральную Европу ключевым компонентом нашего взаимодействия с континентом и миром. И мы будем не просто проводить встречи и обмениваться любезностями, а предпринимать конкретные действия вместе, которые будут выгодны вашему и нашему народу, вашей и нашей стране. Военное сотрудничество на границе в восточной части Словацкой Республики будет продолжено. Вы знаете, что мы закупили самолеты F-16 у Соединенных Штатов. Есть заинтересованность в увеличении их количества до 18, поэтому мы обсуждаем, как получить еще 4 самолета для словацкого флота. Потому что это не очень хороший признак суверенитета, когда наше воздушное пространство сегодня защищают истребители из Польши, Венгрии и Чехии. Что касается нефти, я воспринимаю происходящее сегодня вокруг этого вопроса как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в ЕС. Рубио также заявил, что Вашингтон не ставит под сомнение выводы европейских стран о причинах гибели Алексея Навального. А доклад государств ЕС об отравлении токсином, встречающимся у южноамериканских ядовитых лягушек, вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, очевидно, осведомлены об этом докладе. Это тревожный доклад. Мы знаем о деле господина Навального, и, конечно же, у нас нет никаких оснований сомневаться в нем. Мы не оспариваем его. Мы не будем бороться с этими странами по этому поводу. Но это был их доклад, и они его опубликовали. Кремль категорически отвергает обвинения западных стран в том, что Алексей Навальный был отравлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основаны. Мы их решительно отвергаем. В российском порту Усть-Луга иностранный танкер под флагом Либерии врезался в причальную стенку при выполнении маневра. По предварительным данным, экипаж не рассчитал траекторию разворота, а сложную ледовую обстановку назвали дополнительным фактором аварии. Судно получило повреждения. Также пострадал портовый кран. При этом танкер был пустым, разлива топлива не произошло. Пострадавших тоже нет. По имеющейся информации, судно прибыло в Усть-Лугу для загрузки нефтепродуктов. В интернете появились фотографии авианосной ударной группы Abraham Lincoln Carrier Strike Group, действующей в воздухе и на море на фоне напряженности вокруг Ирана.
По данным Reuters, 2 американских чиновника сообщили о подготовке к возможным длительным операциям в случае приказа президента Дональда Трампа. По их словам, речь может идти о многонедельной кампании. Соединенные Штаты усиливают присутствие на Ближнем Востоке, направляя дополнительный авианосец, тысячи военных, истребители и ракетные эсминцы. Это происходит параллельно с дипломатическими контактами между Вашингтоном и Тегераном. Мы имеем дело с радикальными шиитскими священнослужителями, мы имеем дело с людьми, которые принимают геополитические решения на основе чистой теологии, и это сложная вещь. Никому еще не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем. Стив Витков и Джаред Кушнер будут в поездке. Я думаю, они сейчас в переговорном процессе, будут важные встречи, и мы посмотрим, чем это закончится. Стороны сохраняют жесткие позиции. Иран готов говорить лишь о ядерной программе и снятии санкций, тогда как Соединенные Штаты требуют включить ракетную тематику и поддержку Хезболлы и Хамас. Дональд Трамп не раз допускал военный удар при провале дипломатии. Тегеран в ответ предупредил о возможных ответных мерах и рисках для стран Персидского залива, где размещены американские базы. Замглава МИД Ирана Маджид Тахт Раванчи в интервью BBC подчеркнул, что ключ к соглашению – готовность Вашингтона обсуждать отмену санкций, добавив «мяч на стороне американцев». То, что в Соединенных Штатах назвали началом ядерного возрождения. Впервые перевезли небольшой ядерный реактор на грузовом самолете из Калифорнии в Юту, чтобы продемонстрировать потенциал быстрого развертывания ядерной энергетики для военных и гражданских целей. Министерство энергетики и обороны США впервые в сотрудничестве с калифорнийской компанией Valor Atomics доставили один из микрореакторов Ward на авиабазу Хилл в штате Юта. Реактор был без ядерного топлива. Министр энергетики Крис Райт и заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи находились на борту самолета Си-17 вместе с реактором и его компонентами. Для обеспечения боеспособности в условиях войны следующего поколения нам необходимо действовать быстрее, чем наши противники, создать систему, которая не просто оснастит наших военнослужащих средствами для ведения боевых действий, но и позволит им побеждать с невероятной скоростью. Сегодняшний день — это монументальный шаг на пути к созданию такой системы, направленной на поддержку промышленной базы и ее инновационного потенциала. Мы ускоряем доставку надежной энергии туда, где она необходима. Программа создания усовершенствованных реакторов, пилотных реакторов, которую вы видите сегодня, предусматривает быстрое лицензирование 10 небольших реакторов Министерством энергетики до начала коммерческой продажи электроэнергии. Лицензии выдает комиссия по ядерному регулированию. Но мы быстро продвигаемся к тому, чтобы к 4 июля этого года, 250-летию нашей страны, получить критически важные реакторы. Мы 40 или 50 лет не строили многого в ядерной сфере. И благодаря указам президента, изданным всего около 12 месяцев назад, до 4 июля этого года у нас будет несколько критически важных ядерных реакторов. Это скорость, это инновации, это начало ядерного возрождения. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает малые ядерные реакторы как один из нескольких способов расширения производства энергии в Соединенных Штатах. В мае прошлого года Трамп издал 4 указа, направленных на наращивание внутреннего ядерного потенциала для удовлетворения спроса на энергию в целях национальной безопасности и для развития конкурентоспособного искусственного интеллекта. В воскресенье тысячи антиправительственных демонстрантов собрались в Крагуеваце в Центральной Сербии, продолжив протесты после трагедии в Нови Саде. Акция в День государственности прошла под руководством студентов, к которым присоединились местные жители с флагами и транспарантами. Поводом стало обрушение бетонного навеса на железнодорожном вокзале Нови Сада 1 ноября 2024 года. Погибли 16 человек, еще один получил тяжелые травмы. Трагедия вызвала широкий резонанс, а протестующие обвинили власти в коррупции и слабом контроле при реализации инфраструктурных проектов. Участники обещают продолжать давление через новые акции и гражданские инициативы. Единственный способ борьбы — это законные средства. Мы должны найти способ достучаться до правящей партии, приблизиться к ним настолько, чтобы они поняли, что существует проблема. Либо они не знают о ней, либо предпочитают игнорировать ее. Я не вижу другого решения, кроме выборов. Произойдут ли они раньше или позже, мы увидим. Важно то, что мы будем упорствовать. Мы будем поддерживать этих детей столько, сколько потребуется. Я боюсь. Я боюсь за этих детей, стоящих перед нами. Меня переполняет страх из-за всего, что произошло. Я боюсь, что завтра я могу оказаться в том же положении. Я не знаю, что еще делать, но я не могу с этим мириться.
Я не могу. С этим высокомерием, этим невежеством, со всем, что происходит в этой стране. Я не могу с этим мириться. Я должна противостоять этому. Бывший президент США Барак Обама впервые прокомментировал публикацию на официальной странице нынешнего главы государства Дональда Трампа видео, в котором он и его супруга Мишель Обама были изображены в виде обезьян. Обама высказался в подкасте комментатора Брайан Тайлер Коэн, известного своими либеральными взглядами. При этом 44-й президент демонстративно не стал произносить имя своего преемника. По словам Обамы, подобные публикации не только подрывают политическую культуру, но и могут негативно сказаться на позициях республиканцев на предстоящих промежуточных выборах. Напомним, Трамп скандальную публикацию удалил, объяснив, что не видел, чем заканчивается опубликованный им ролик. Да, это привлекает внимание. Да, это отвлекает. Но когда я езжу по стране, когда вы ездите по стране, вы встречаете людей, и они по-прежнему верят в порядочность, вежливость, доброту. В социальных сетях и на телевидении происходит своего рода клоунада. И правда в том, что, похоже, у людей, которые раньше считали необходимым соблюдать хотя бы минимальные нормы приличия и уважения к должности, больше нет чувства стыда. Это утрачено. Но я подчеркиваю, что, на мой взгляд, большинство американцев этого не одобряют. Потому что в конечном счете ответ будет исходить от самих американцев. Во Франции после затяжных дождей зафиксирован самый высокий индекс влажности почвы с начала наблюдений в 1959 году. По данным национальных метеослужб, в ряде департаментов повышенный уровень опасности из-за риска наводнений сохраняется уже месяц подряд. После шторма Нильс, который на этой неделе обрушился на юг страны, ситуация резко обострилась. Сразу 81 департамент оказался в зоне погодной угрозы. В 2 департаментах на юго-западе введен максимальный красный уровень опасности из-за разлива рек Гаронна и Дордонь. Еще в 14 действует оранжевый уровень, в остальных — желтый. В нескольких населенных пунктах проведена эвакуация. Власти призывают жителей избегать берегов рек и подтопленных районов. Жительница департамента Лот-Гаронна на видео рассказывает, что вода продолжает прибывать. Дороги частично перекрыты, а многие семьи опасаются за свои дома и урожай. Итак, вуаля, мы ясно видим, что течение по-прежнему такое же сильное, но это очень хорошо. Это очень хорошо, это значит, что оно уходит в другое место. Когда течение есть, это хорошо. Когда отлив, течения почти нет. Поэтому, если не ночь, мы можем немного покататься на каноэ. Если нам захочется, конечно, потому что нам уже не всегда хочется, мы переросли это. Зависит от ситуации. Если хорошая погода, то да. Хорошо, я немного поднимусь на балкон. Вот, балкон. Мы поставили туда мусорные баки, так как занимаемся переработкой отходов. Всего несколько вещей, в этом году я мало что поставила на балкон. Вот озеро, вуаля, сад затоплен. Они поставили баки, но он все еще под водой. Вот и все, до скорой встречи. В воскресенье 15 февраля в зоопарке Баваль в центральной Франции после 7-часовых родов у 37-летней африканской слонихи Ндалы родилась самка. Малышка появилась на свет в 4 утра. Ее вес – около 150 килограммов. Директор зоопарка Родольф Делор назвал ее очень крупной. Роды проходили тяжело, и до последнего не было уверенности, что мать и детеныша удастся спасти. Беременность длилась более 21 месяца. Это вторые роды Ндалы. Впервые она стала матерью в 2012 году, но позже начала терять зрение и теперь полностью слепа. Смотрители рассказывают, что слониха находит малышку на ощупь, чтобы покормить ее. Детеныш уже через несколько часов после рождения встал на ноги. В зоопарке надеются на новое пополнение. Еще одна самка, Ашанти, также ждет потомства.